Так, доброе утро, ребята. Сегодня мы едем из Питера в Киров. Где мы находимся? Улица Коммуны. Это какое у нас направление, дядя Коля? На Мурманск. На Мурманск? Едем в сторону Мурманска? На Мурманское шоссе. Угу. На КАТ, а потом с КАТа на Мурманск. Так, заправки у нас на 660 километров пока. Заправились по полному баку. Все, едем. Если будет что-то интересное, будем показывать. Так, время 4:30. Все, выехали с заправки. Нева. Широкая. Ничего не видно. Город Кировск. Вот это справа, да, город Кировск, да. Народ рыбачий. Так, река Волхов. Поворачиваем направо скоро. Здесь, да? Да. Дойти прямо, да? Ага, да. Мы едем в сторону Тихвина, да? Тихвин остался сзади. А, сзади? А что-то там был этот самый, на это самое. Так, сейчас едем пока по А114, круговое движение будет через 38 километров. И едем на Вологду. Впереди фуры идут. Новая дорога. Да, асфальтированная дорога. Так, Тихвин 7 километров. Вологда 444. До кругового движения, да, но это круговое движение в Тихвине. Пошли на обгон. Солнце в лицо, Тихвин был направо. Так, у нас 4 километра для кругового движения. Дорога А114 на Вологду. Ага. Так, Пикалево, Вологда прямо. Через 500 метров круговое движение, второй съезд. А Тихвин направо. О, это что, самолет там? Пикалево 39, Вологда 440. Это второй съезд вот там был. Это до окружной дороги с Вологды осталось 435 километров. Так, проехали мы сколько? 433 километра, да? Да. Вот. 403 километра. Едем по Вологодской области. Дорога, ну, не будем говорить, что на пятерку, а на 4,5 это точно. Хорошая дорожка. Пока, да. Вот остановились где-то. От Питера проехали 433 километра 800 метров. Так, что у нас еще это самое? У нас еще до Вологды 218 километров. Хорошо, когда вдвоем ехать. Да. Так, сейчас 10:45. Немножко перекусили. Дорожка такая. Сколько по Вологодской области проехали километров? Не знаю. Череповец 50 километров. Так, Череповец справа. До Вологды 134 километра. Дорога нормальная, но загружена.
машинами сильно. Ну, похоже, вот это Череповец. Так, впереди Вологда, но мы уходим 4,5 километров на Ярославль, а потом Кострома. Так, едем через Ярославль на Кострому. Расстояние 87 километров. Мы уже проехали из Питера 851 километр. Вот сейчас заезжаем на мост. Посмотрим, что это. Волга, что, да, я так понимаю. Ни хрена ничего не видно. Ну, широкая Волга. Короче, поплутали по Ярославлю, река Великая, и выезжаем в сторону Костромы. Сколько там? 66 километров. Так, это Кострома. От Ярославля сколько? 100 километров? Примерно, да. Ага. От Вологды до Ярославля 200 километров. От Питера до Вологды 600. 50, да. Ну и здесь нам от Костромы, вот сейчас еще до Кирова 620 километров. Так, вот и Киров. Проехали 1550 километров. От Питера. Речушка наша какая маленькая стала. Вот она. Ой, обмелела вся. Вся обмелела. О, ты слышишь, как пахнет этим самым? Дымом? Не, сосной. Птицы поют. Было поле. Дорога даже вон есть, видишь? На старую. А раньше не было? Была, так что она? Какая она была? Старый перевоз. Лёшка, привет. Мы туда ли едем? На Снегуре ли идем? Нет, блин, ничего не видно, да. Это Снегуре, нет? Нет, это Кобра. Это Кобра. Кобра. По высокой траве. Я снимаю. Октябрь улицы. А? Еще в лесхозе. Ага, ну давай ждем.
стоит еще, да? Стоит. Это не школа же. А? Школа, не школа. Школа дальше. Ну, Коль. Все забыл уже. Это ты забыл, смотри. Какая школа? Ты чего? Старая школа наша. Не, там поворачивай школа. Прикол. А переулок-то где? Да, все зелень. Боже мой. А это школа. Новая. Ну еще более-менее вид признает. Ну. Так что тут? А моего дома нету, что ли, там? Не видно. А, к нему сейчас и не проехать. Смотрите, все пока. Да. Смотри, какие деревья. Он Сашки Чернока дом. Дом? Да, смотри. Ну, а что, не помнишь? А-а-а. Он же клуб здесь был. А по-моему, за стенкой Гаврилюк и Сашка Гаврилюк жил, да? Стенка Гаврилюк. А, я уж не помню. Так, стоп, а мы ж проехали, не? Нет, наверное, еще. Нет? Где? Стоп. Наверное, проехали. Не, у школы-то нет. Нет, стоп. Где столовая была раньше? Ага. Запах этой елки, это было так здорово. Ну вот я купила в 2000 году елку, как стала директором, и она до потолка у нас здесь стоит. Роста, это такая школа. Сначала несколько было школ, а теперь уже во все маленькие школы, закрывающиеся школы дают вот такое направление, чтобы в этих школах открывались лаборатории. И дети могли получить уже знания с помощью датчиков, всяких там приборов сложных и все. Ну, раздевалка для старшеклассников, а это вот наш, так сказать, сусек для младших классов. И у нас всего ребят мало, всего 12 детей в начальной школе, и поэтому у нас всего 2 класса комплекта. Мы уже учим 1, 2, вот так получается, 3, 4 вместе. Вот здесь каждому классу раздевалка. Конечно, очень хорошо, удобно сделано. Вот каждому классу раздевалочка. Это учительская для учителей начальных классов. Вот. Видите, как все удобно. Это для техника абсолютно. Это кабинет для начальных классов? Да. Интерактивные доски, принтеры, сканеры, компьютеры. Это все везде есть. Вода разделена в каждый класс. Ну, каждый класс, вот видите, оформлен под один цвет. Ну, видите, вот, здесь салатовый такой, да? Очень так это прибрано. Ну, ничего. Для учителей. Это для учителей? Ну, я заходить не буду. Оля, для детей там вообще разноцветные. Это 2 класс, да? Да. Вы видите, мы сейчас как бы объединили, поэтому мы проводим в одном классе уроки, в другом мероприятие. Вот. Ну, вот. Все стояли всю зиму здесь, все в цвету. Вот Тамара Павловна. Вы помните Тамару Павловну Клименко? Томочка. Исупова. Ага, мы ее уже знаем, да. Наташа уже знает. Ага. Да, вот она у нас ухаживала здесь. Тут все были цветы. Сейчас мы их туда выставили. Да, это не шикарно. Ну вот, видите, еще кабинет, посмотрите. Это уже прибирают. Ну вот здесь у нас сейчас лагеря, отряды сидят, так что немножко так, не по-школьному. А отряды, в смысле, как... В лагере у нас 77 детей отдыхает. Как раньше у нас было на этом самом... 3 отряда таких вот, таких простых. 1 спортивный, 1 трудовой и 1 отряд старшеклассников еще. 4 же класса. Вот. Просто все уже убрано. Тут игры кладают, да. Ну, в общем, как бы не оформлено уже все в школе. Вот туалет, Мужской туалет, да? Да.
Да, это для мальчиков 60 класс. Ага, да, мужской туалет. А это женские, да. Да. Ну, туда не буду. Просто цвета такие, да, специфические. Мы выбирали места. Сначала мы там садили, а потом неудобно, туда-сюда. Поэтому разработали, тут же был клуб, тут такие были развалины, безобразная земля. И вот уже сейчас у нас тут растет картошечка, огурцы мы солим, все лук, там капуста, это все у нас тут растет. Все на зиму, не свое. Да, у нас все То свое. есть, а я могу вспомнить, сколько людей у нас было в начальной школе. Да. Помните отдельно это занятие? Так у вас 300 детей было, когда вы кончали, заканчивали школу. Сейчас я вспомню. 64. Сейчас я вспомню. Вот это комната этих служащих вот в этом отделении. Кстати, Комната вахтера, которые охраняют это самое. ну вот Тамара Павловна у нас вахтер. Ага. Так. Физика. Вот давайте я возьму. Так, кабинет физики. Пожалуйста, заходите. Карты отсюда вынесли, чтобы в шашки играть. Вот кабинет физики. Как ты видишь, точка роста везде. Да, вот посмотрите, вот точка роста. А вот посмотрите, вот далее. Оборудование так-то дано, но не очень много. Вот всякие чемоданчики, цифровые лаборатории. Все в ней есть. Все в этой лаборатории находится. Откроешь и проводи всякие эксперименты и прочее, прочее. Точно так же по биологии, точно так же по химии. Вот. Ну вот Да, такая. учиться только надо. Да. Пойдемте лучше химию вам покажу. Химию. А сейчас же... Так, кабинет химии. Сейчас тут уроков нет никаких. Здесь, как говорится, все, закрыли, ушли. А деревом так пахнет. Да. Может, и препаратами оттуда пахнет, никого нет. Так. Ну вот, участвуем мы во всяких конкурсах, занимаем, видите, вот эти все синие, это все областные награды. Наш дом земля, участок мы побеждаем. Вот, приусадебный участок. Видите, все награды, все года, вот сколько я здесь работаю, все первые места у нас, первые, вторые места. В районе, в области. Вот, да вы говорите, что учиться не хотят. Так, понимаете, участие в конкурсе зависит ведь не только от них, а от учителя. Если учитель толковый, ему это нравится, выходит. Ну вот. А это как обзывается? Ну это, вот нас всех заставили оформить школу, вот это мы сделали нынче, школьное пространство называется, чтобы дети подошли со своим телефоном к QR-коду и попали туда, куда они могут участвовать. Вот здесь все, выбери свой проект, начни свой путь к успеху. Россия – страна возможностей. Тут и юнармия, тут и наставничество, и всякие проекты и прочее. Ну, это виды нашего Семигорья. Такая выставка у нас. Так. А что, и лебеди, что ли? Да. У нас лебеди есть? Прилетают лебеди. Ну, это наш спорт. Вот. Нет, тут убрано стенд про Любовь Васильеву. Знаете Васильева, паралимпийская чемпионка. Вот. Уже Ну, что с ней. Она и 1 сентября у нас уроки проводила для детей, для спортсменов. Ну, вот наши ребята участвуют, где только могут. А там вот вверху, это еще ваши завоеванные. Ваши? Да, это ваши еще. Так, ну вот зайдите сюда. Здесь наши учителя, школа отца. Он с нами вместе учился, Он да? с нами уже учился в одном классе. Вот я и смотрю. Нет, это номер. Конечно, номер. Для учителей. Ну, встречаемся, разговариваем. Так, постой, это. Вот эта девочка Матюковская мне родители. Вот где их взять-то? Так что, парни, предприниматели района подарили нам таких картин, таких простых. Мы их здесь повесили. И здесь у нас как бы все посвящено родному краю. Вот здесь была, это все библиотека и читальный зал, здесь у нас архив, здесь у нас музей, там кабинет краеведения и истории. Вот дальше было произведение посмотреть. Вот произведение очень интересно, мне там нравится. Я вам, знаете, я все по порядку. Давайте я буду европейский кабинет. А это тоже снизу? Нет, это так вот. Ну, тут у нас учебники, посмотрите, библиотека. Вот, единственный район европейский кабинет, у нас тут европейцы.
творческий беспорядок. Вот видите, это библиотека. Ой, это, наверное, тоже наши. Помнишь, герои пионера? А тут у нас еще запасник. И тут у нас книги. У нас такого не было. Вятка, любовь моя. Ну, это новая книга, потому что, наверное, год. А где-то у нас старая была книга «Путешествие по Кобре». Так, это картина «Наше Синегорье». Так, это церковь. Я говорю, все спрашиваю, ты помнишь церковь? Он говорит, Таня, не помню, но помню, как Галина Михайловна водила какие-то... Ягодка, не знаю, как у них фамилия. Вот тут вот жил, понимаете, кто? Росляковы-то жили. Росляковы. Росляковы-то, Миша-то вот эти вот жили. Вот в этом доме. Да, в этом доме жили. А тут вот культуры в Слободском музее. Так что вот у нас есть награда за это. Вот. Ну и конец года я вам расскажу, почему, что и как. Тут брали что-то. Вот, тут душновато только. Заходите, пожалуйста. О, думаю, кто ж какой знакомый. Федор Иванович. Да, Федор Иванович, Александр Васильевич, А, да. Нина Александровна. А вот Александра Васильевича я не узнала. Нина Александровна, там вот, посмотрите, портрет. Вот это Нина Александровна, жены его, да? Да. Вот. Ну, А Федор вот, Иванович вообще... когда был юбилей, значит, Победы, мы музеем сделали такую книгу. Но как раз был ковид, и я все нашла вроде и деньги, и все, и хотела напечатать ее, чтобы была книга, и чтобы можно было дарить от школы. Но из-за ковида все издательства не работали, не приняли. И мы сделали 3 варианта. Вот 70 страниц, 70 фотографий, совершенно случайно. И вот мы подарили эту книгу, представьте, Нине Александровне. Она не видела уже ничего, в Кирове была. И вот я ей отправила бандеролью книгу, тогда моста не было, 9 мая, нет моста. Светлана Александровна пришла на почту получать. Я ей звоню, идите на почту, там рядом почта, получать. А я написала на Нину Александровну, а Светланы нет ее паспорта с собой. Она говорит, Татьяна, я уже не пойду, уже после 9 мая получу. Я говорю, нет. А мы же дружились в СИНом, в СИН, федеральная служба с институтом. Я звоню ректору Панкратову, пожалуйста, давайте как-нибудь изымем из почты и доставим Нине Александровне. Они приехали с охраной, все, забрали эту бандероль, принесли Нине Александровне, и эту книгу ей подарили. 9 мая цветы купили ей, в общем, вот мы ей вручили. А у Федора Ивановича, книга-то про 3 звезды, Федор Иванович, Александр Васильевич и Нина Александровна. А у Федора Ивановича внуку мы подарили 9 мая здесь на митинге. Вот, и одна у нас 3 вот такие книги мы сделали, посвященные вот этим ветеранам. Ну вот тут все ветеранам, а тут у нас традиция. Она уже возникла после вас. Традиция, в последний урок дети приходят в музей. Было всяко много детей, мы садили в класс истории, и они пишут историю школьной жизни. Она у нас разработана, и пишут: «Помни себя первоклашкой», «Слово о первой учительнице», «Я помню чудное мгновение» и так далее. И вот они пишут вот такое сочинение, целый урок. Сидят, пишут. Нынче у нас 3 выпускника. 1, 2, 3. Почашев, Сулейманов и Серебренников. 3 десятиклассника или 11-классника? 11-классника. Вот они написали 3 сочинения, потом приходит первый учитель, они с ним делают кораблики, и эти кораблики мы храним до выпускного вечера. А выпускной вечер ночью они эти кораблики по Кобре пускают в плавание. Вот такая у нас сейчас традиция. Ну что, мы дружим с университетом Московским государственным. К нам вот нынче зимой приезжало 30 человек, вот они все, студенты университета Московского МГУ. Вот, они занимаются палеонтологией. Здесь, значит, преподаватели и палеонтологический музей стриптозавра этого откопали, 7-метрового. А, да, в газете было. Вот, так что вот они приезжают еще, вот нам всяких подарили экспонатов эти студенты. А жили где у сейчас нас. этот ихтиозавр? А его везли, его, знаете, на большой машине, его склеили частями. Это же все очень тяжело. Это вот такого плана он был, да? Да, он такого плана, но это мне подарил этот музей палеонтологический, Кировский. Он у нас 7 метров только. Это вот в Котельниче нашли эти кости. А, это, и они так приклеили. Это маленький? Это маленький. А у нас 7-метровый. Можете представить, он вот заплыл там на гору. А как его нашли-то?
А как нашли? А к нам приезжают все время. И приезжали, вот приехали, значит, из палеонтологического музея эти работники и говорят: Татьяна Ивановна, где это у вас такие отложения? Я говорю: да у нас их столько много. Вон видите, сколько много ребята приносят. А где больше? Я сказала, где. И они пошли туда. А там, и бах, в городу заплыл и выплыть не смог. И так и сохранился, самое главное, очень здорово. Вот такой у нас музей. Очень много мы экскурсий с ребятами проводим. Тут можно о каждом экспонате вам рассказывать очень много. Вот мы на нашем участке такие кирпичи нашли. Делал мальчак. Потом-то. Еще здесь, ну, здесь вот, например, Вараксина мебель. Вараксина? Вараксины, лесопромышленники. Вот это мебель из их имения. Вот приказчика Вараксина ремень. Вот. Ну, вот, например, кружево привез Вараксин из Франции для своей дочки в этой шкатулочке. Вот они у нас все. Мы ведь все Галина Михайловна узнавала, нас заставляла это делать. Не больно хотелось, но музей у нас очень богатый. Очень богатый. Вот эта роба с броненосца Потемкин. Можете представить? В Николаево, в деревне, слыхали, такая деревня, здесь конечно, у нас Рыболовлев по фамилии человек служил на броненосце Потемкине. Это 904 заболел, или 905 год. Заболел. Ну где ведь? Выбрасывали в море. Его выбросили, а море его не приняло. Выбросило на берег. Женщина подобрала, выходила. И вернулся в Николаево. Вот в робе приехал. Галина Михайловна узнала, что есть такая в Николаево роба. И вот выкупила. Понимаете, вот так появлялись у нас. Вот, например, сейчас Наташа поиграет в игрушку старинную. Ну-ка, Наташенька, давай на меня кнопочку. Давай, быстро так, резко. О, видишь, какая старинная игрушка. Очень любят ребята. Да. Сколько у меня было губернаторов, ни один последний отгадал. Но я думаю, что Булычев, глава района, вез его и, наверное, ему рассказал. Белых был, не угадал. Вот что это такое? Это сосуд какой-то. Вот что за сосуд. Для чего такой сосуд? Может, медицинский, нет? Нет. Нет? Не медицинский. Для чая? Нет. Не отгадаете. Молока? Давайте, сдавайтесь. Сдаемся. Сдаетесь. Это мухоловка. Мухи любят сладкое. Мазните тут, мазните. И они туда лезут. Вот она стоит, они туда лезут, лезут. Нет, одна, может, из миллионов умная, а они не умные. И они падают туда, вот падают туда. Как их оттуда убрать? Вот так. Потрясешь, и они выпали сухие. Снова мазнули и поставили. Мухоловку создал такой умелец. Видите, какие у нас... Вот это я это сделала даже на игру, что где когда на Кубок Вятки с ребятами ездили. Так вот. Еще отправьте туда. Это Московский музей, юный краевед и школьный музей, музей истории Синегорского края. 30 лет музей, нынче 30 лет было в прошлом году. Вот. Про стихотворца Кострова. Вот видите, мы печатаемся где. А сколько у нас у музея наград. Так что вот они паруса, все это сделали, из чего попало, но для нас хорошо, потому что мы... Это считается как актовый зал у вас или что? Как актовый зал. У нас любой зал как актовый так, зал. А сколько сейчас этих самых учеников? 64 ученика. А было 140? А было, когда открывали школу, она на 100 мест, 102 было. А, 102, да? 102 было. Какой-то кабинет, тут, наверное, все кабинеты закрыты. Ладно, вот эти кабинеты все, русского языка, литературы, русского литературы, математики, иностранного, они все тоже с компьютерами и с видеодвойками. То есть огромные телевизоры подключены к компьютерам, и вот дети. Так. Это мы с класса вынесем, уже просто зал красивый. Ну, закрытый, ладно, не будем отсюда. И нет второго. Вот это вот учительские туалеты. Вот, пожалуйста, женский, мужской, учительский. Для старшеклассников, да? Нет, учительский. Учительский. Ну вот давайте сюда. А там этот спортивный зал, да? Так, а мы туда заходим. Это мой кабинет. У меня вчера протекла крыша. Вчера был такой дождь, что у меня протекла крыша. Так что у меня тут бардак. Это учительская старших классов. Вот, учительская. Я а сколько учителей у вас? 12 было, сейчас осталось 3. Мы уходим, 9. 12 минус 3, 9. Я математик, считать не умею. Кабинет технологии. Вот здесь швейная. А, это типа как домоводство раньше, да? Да.
Здесь машины, тут, вот видите, был Примерочная. срочный стол, мы его убрали, потому что кабинеты небольшие, так и детей-то мало. Чё? Ну, тут А это что, ваш примерочная. автобус? Это наш автобус, да. Школьный Да, наш школьный автобус. Вот. Так что вот. Ну, вот. Это швейный, а это... Кто здесь? А, это дети, да, под руководством? Да, учитель технологий вот Рожнева как раз, и учителя начальных классов. Начальные классы у нас хлеб любят здесь печь. Все здесь рабочие, все, видите, все. Посуды тут у нас на все случаи жизни, все есть. Все, чашки, ложки, все есть. Вот так. Видите, вот тут воду набирают, да, хозблок. Вот. Тут запасной выход у нас. А вы кормите детей, это самое, обедами, да? Бесплатно, а остальные 900 рублей в месяц. Ага. Вот они. У нас поскольку, видите, свое все. Это что? Мальчиков курят. Это уже А, девочек написано. Или девочек, это мальчиков. Да. Да. Курят или нет? Нет, в школе никто не курит. Да. И ваши клиники, которые вас привечают. Так, покажем ее хозяйство. Попробуем. Скажи, что я вам не показывала. Вот, посмотрите, вот это зал на 60, по-моему, 2 места. Но мы кормим, значит, вторую переменку мы кормим начальные, потом мы кормим взрослых, потом кормим учителей. 3 перемены мы кормим. Вот. Начальные едят все бесплатно, а старшие, получается, ну, рублей 25-26 дней, ну, в день. Ну, это недорого. Да. Вот они, вот столовая. Да. Посудомоечная машина, горячая вода, всякие плиты. Вот. А сами готовят, да? Да, сами Мы вот. только сами. Пойдемте, вот Полуфабрикаты цех не привозят. Вот один цех. Вот у нее посуда. Вот еще цех. А холодильников-то посчитайте сколько. Вот еще цех. Тут у них, у девчонок этих, посмотрите, у них тут и душевая, и прачечная, и туалет, и все для них. Вот 2 всего. Все условия. И Ирина, и у нее помощница, 2 человека, всех они кормят. Вот. Ну вот это ее кабинет, потому что все работают на компьютерах, и Ирина вся в компьютерах, вся в отчетах, вся в бумагах, ей очень тяжело. Вот. Мы с ней очень дружим. Я и говорила раньше, Ира, Вот. учись на преподавателя. Ну так вот, рукой Ну, мы... вот все тут лад, и тут у них выход еще. Вот. А это такие огромные у них слесарные, все станки новые даны. Вот, столярные и слесарные. Эти девочек и мальчиков мы учили, год мы только учим их вместе. Потому что мало часов-то, нельзя делить на группы. А учили все в. Так, а там спортзал или что? А там все спортивный Ой, город. спортзал хоть Ну-ка вообще. сейчас посмотрю. Так, открою ли я кабинет, взяла ли я показать вам как медицинский кабинет. Есть специальный фельдшер, да? Я уже не знаю, как Вот, Коль, смотрите. Вижу. наверное, не взяла, наверное. Слушайте, ну все оборудовано, все. У вас фельдшер есть, да? К нам по договору приходят. Вот у нас лыжная база, видите, где все под номерами, ребята лыжи получают и идут на физкультуру, выходят здесь. И это самое, тут у нас освещенная лыжня. Вот. Это зал. Освещенная лыжня даже есть у вас? Видите, фонари-то горят, и они вечером приходят взрослые катаются. Вот тут лыжню делают и Вот катаются. видишь, а здесь вот ходят, отсюда можно наблюдать за А мы соревнованиями. сейчас ходим. Очень жарко, и душно, спортивный отряд занимался. Ну вот посмотрите. Баскетбол. Так, здесь у нас все это оборудование всякое стоит. Надо выносят, надо уносят. Мячей на 100 лет. Все везде мы играем в баскетбол в области и везде. Так что этого всего у нас. А там у нас тренажерная. Смотрите, тут закрыто они играют. А обслуживающий персонал вообще большой? 5 человек. 5 человек? Ну, 5 человек. тех. Посмотри даже, вот видишь, как закрыто. Ага. А, ну да, чтобы не бить это самое.
здесь и музыка у них, под музыку все, тренажеры. Ну, вижу, что не все, наверное, дают ребятам на лето. Да, там отодвинуты. Вот здесь тренажеры приходят и эти взрослые заниматься. Иногда на уроках выносят, когда там тут вот, видите, девочек, вон, мальчиков. Вода всегда в запасе, потому что иногда воду отключают. Да, туалета у вас очень много. Здесь туалет для учителя. Я сказала. Вот, туалет для учителя, да, с горячей водой. Видите, туалет для учителя. Да. Вот так. Представляешь, Да. Тут комната для служащих, тут комната. А попаду ей, вот показать бы вам, а? это Да. что за комната? Так это кабинет этого учителя. Ага. Но я вам должна сказать, что мой кабинет директора тоже может беспорядок. Вот, посмотрите. А Вот сколько по физкультуре учителей? один. А, один, да? Да, тоже у них все везде. Компьютер, все у них. Посмотрите, вот у них. Женщина, да? Да, форма. Да, болельщики. То есть болельщиков вы не пускаете туда на площадку? Почему сидят везде на скамейках? Ага. Бывает же много, приезжают с района, все игры по баскетболу, все у нас проходят. То есть... Вот дети приходят сюда наверх, приходят на физкультуру, снимают все, одевают форму, у каждого свой шкафчик. Так, ну не знаю, открыть душевую какую-то, не знаю, которую. Да, и душевые, и все что угодно. Нам даже и не снилось такое. Где Да, душевая? верхней одежде или что? Да. А вот, это у меня тут, вот, видите, ой, вот там какая, вот видите, душевые. Вот так Да, мы живем. красота. Так что... Как там пел Высоцкий? Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Нет отстающих. Видите? Это мужской, да? Да, точно такая же тут душевая. Вот так. Да. Так что... Ну, конечно, красота.